Ручной беспроводной пылесос iLife H70 получил большое количество положительных отзывов у пользователей и стал настоящим бестселлером. Только в официальном магазине iLife на AliExpress сделано уже более 26 тысяч заказов, а общий рейтинг товара составляет 4,9 баллов из 5. Ведь пылесосы этого бренда продаются также на площадках eBay, Amazon и в местных магазинах техники. Сегодня будем разбираться в причинах такой популярности и посмотрим, на что способен iLife H70. Узнаем, способен ли он заменить классические пылесосы, в чем его преимущество перед набирающими популярность роботами-пылесосами. Не ходя вокруг да около, предлагаю сразу ознакомиться с техническими характеристиками. Видим номинальная мощность 250 Вт, сила всасывания 10 килопаскаль в нормальном режиме и в максимальном 21 килопаскаль. Объем бака для мусора 1,2 литра, может он работать до 40 минут в нормальном режиме и в максимальном режиме мощности 15 минут. Характеристики могут многое сказать человеку, который разбирается в технике, но для большинства пользователей это просто цифры, мало полезная информация, поэтому переведу их на нормальный язык. Пылесос мощный, имеет два режима работы. Нормальный режим подходит для уборки квартиры с такими напольными покрытиями, как керамическая плитка, ламинат, линолеум, паркет, ковровые покрытия с небольшим ворсом. А максимальный режим подойдет для уборки ковров с высоким ворсом, мягкой мебели и автомобиля. Бак для мусора большой, и его не нужно чистить каждый раз после уборки. Аккумулятора достаточно для уборки большого дома или пару раз основательно убрать 2-3-комнатную квартиру. Если использовать эпизодически вместо веника, например для локальной уборки, то здесь хватит вообще надолго. Батарея заряжается тоже долго, если уборка была основательной, то по окончании лучше подключить зарядку. Главные преимущества – это удобство перемещения при уборке, маневренность, компактные размеры, возможность использования дома и в автомобиле, множество насадок для уборки в труднодоступных местах и главное, все это по очень доступной цене. Собственно, это, наверное, главная причина популярности такой, да? И обратите внимание, для быстрой доставки есть также склад в Российской Федерации. Ну что ж, давайте знакомиться с девайсом, и мое первое знакомство прошло успешно, когда я забирал пылесос на почте. Распаковал, проверил, что включается. Батарея была заряжена на 2 деления из 3, мысленно сказал спасибо разработчику коробки, который предусмотрел удобную ручку для переноски, так как общий вес пылесоса с коробкой полной комплектации составляет 4,5 килограмма. Красочная прочная упаковка, описание на русском языке. iLife официально продается в России, имеет свой сервисный центр, уже вполне известный бренд на рынке. Достоинства модели выделены в виде небольших картинок с кратким описанием. Помимо того, что я отметил уже, производитель сделал акцент на таких вещах. Гибкая напольная головка, это действительно важно, ведь помогает при уборке доставать до труднодоступных мест. Встроенная LED-лампа подсвечивает темные или недостаточно освещенные участки при уборке, например, под кроватью или под мебелью. Моющий фильтр, и на мой взгляд это очень важный момент, так как фильтры, в отличие от тех же HEPA, можно мыть просто под водой, их замена потребуется очень и очень нескоро. Комплектующие и части пылесоса размещены в индивидуальных нишах и надежно фиксируются картонными перегородками. Сверху разместили документацию, это гарантийный талон и инструкция пользователя. В инструкции есть раздел на русском языке, где подробно описано, как подключать, пользоваться и чистить пылесос. Я пойду от обратного и покажу уже собранный пылесос. На самом деле, даже без инструкции у меня на сборку ушло не более 1 минуты. Визуально это классический ручной пылесос с аккумулятором. Для пикантности некоторые элементы выделили ярко-оранжевыми вставками. В основной части пылесоса у нас расположен двигатель, емкость для мусора и ручка с удобной кнопкой для пуска и стопа. В верхней части можно заметить кнопку для переключения мощности, она обозначена как плюс-минус, и 3 черточки 3 деления, которые показывают примерный остаточный заряд, где 3 полосочки это полный заряд, и когда мигает последняя полосочка, то пора на подзарядку. Посадочное место под аккумулятор выглядит таким вот образом, его можно... Сам аккумулятор заряжать можно отдельно от пылесоса или прямо в пылесосе. Есть индикация из 3 светодиодов для контроля процесса. С обратной стороны указана емкость батареи 2500 мАч и напряжение 29,6 вольт. Ну, собственно, если вижу винтики, значит могу открутить и проверить.
Итак, внутри у нас батарея из 8 аккумуляторов типа размера 18650 по 2500 мАч каждый. Последовательное подключение поднимает напряжение до необходимых 29,6 вольт. Все четко. Ну а вот так выглядит плата с контроллером. Рассмотрим контейнер для мусора. Для его опустошения после уборки достаточно просто нажать на кнопку над мусорным ведром. Крышка откроется и содержимое выпадет вниз. Здесь нет никаких мешков и прочей ерунды. Используется система фильтрации воздуха типа циклон. Внутри расположены два фильтра. Крупный с металлической сеточкой для грубой очистки. Он задерживает 90% всего мусора, пыли и волос. И маленький фильтр из ткани и синтетической ворсы для окончательной фильтрации воздуха от мелкодисперсной пыли. Оба фильтра неприхотливы и прекрасно моются под обычной водой. Большой фильтр практически вечный, ну а тот, что поменьше, тоже очень живучий, хотя когда-нибудь потребует замены. И об этом производитель тоже позаботился, положив в комплект еще один запасной. К основной части подсоединяем алюминиевую трубку воздуховод. Еще раз обращаю внимание, что все элементы, с которыми можно взаимодействовать для сборки и разборки пылесоса, имеют оранжевую окраску. Основная насадка имеет свой двигатель, который вращает щетку. Потребляемая мощность 15 Вт, поэтому с использованием этой насадки аккумулятор будет садиться немного быстрее, чем без нее. Насадка очень классная и подойдет для основной уборки помещения. Внутри есть гибкий шланг, который позволяет менять уровень наклона до необходимого. Есть резиновые молдинги, они защитят вашу мебель от излишней активной уборки. Колеса из мягкого пластика, больше напоминающего резину, цепко ведут себя на гладкой поверхности и не царапают пол. Крупный размер позволяет без проблем проходить неровности и порожки. В районе щетки есть прозрачное окошко, которое позволяет оценить ее состояние и предпринять меры по очистке, если на щетку намоталось большое количество волос. Есть 5 светодиодов, которые подсвечивают небольшой участок впереди. Даже в обычных условиях уборки подсветка приносит пользу, так как позволяет вам лучше видеть мусор и не пропускать участки. В некоторых моментах подсветка очень удобна, даже необходима при уборке, например, под кроватью. Не сказать, что она очень яркая подсветочка, да, но для своих целей достаточно, и отключить ее нельзя. С обратной стороны насадка выглядит таким образом. Снова оранжевый фиксатор, он сразу четко дает понять, где нужно нажать или потянуть, чтобы снять элемент. А в нашем случае это вращающаяся щетка. Она мягкая, но плотная и хорошо справляется с пылью и мусором. Здесь, пожалуй, стоит показать все, что идет в комплекте, а именно блок питания, запасной фильтр, крепление на стену с дюбелями и шурупами, 2 сменных насадки, инструмент для чистки щетки и альтернативная щетка с крупной ворсой. Такая щетка больше подходит для владельцев домашних питомцев, так как она хорошо собирает шерсть. Для чистки, как я уже говорил, есть специальный инструмент с крюком и лезвием, который поможет обрезать намотавшиеся на щетку волосы и шерсть. Ну и теперь посмотрим на дополнительные насадки. Первая насадка двухпозиционная и может использоваться в разных целях. Выдвигаете щетку и можете пылесосить шторы или деликатные поверхности, которые не хотите поцарапать. Опускаете щетку вниз и получаете уменьшенное по сравнению со стандартной насадкой входное отверстие, при помощи которого можно убирать в более узких местах. Также им удобно пылесосить мягкую мебель и автомобиль. За счет меньшей площади получаем большую силу втягивания. Еще одна насадка, так называемая щелевидная. Название говорит само за себя. С ее помощью можно делать точечную уборку в сложных доступных местах, например, между креслом и обшивкой автомобиля. Пылесос за пару секунд трансформируется в компактный автомобильный. Для этого просто убираем алюминиевую трубу и подключаем насадки напрямую. Вес вполне адекватный, с короткой насадкой пылесос весит 1650 грамм и позволяет без лишних сложностей убрать в автомобиле или тщательно пропылесосить мягкую мебель. С трубой и большой насадкой вес увеличивается до 2,5 кг, но здесь вы не держите пылесос на весу, а катаете его по полу. Вследствие чего вес почти не ощущается, и даже хрупкая женщина или ребенок легко с ним справятся. Ну и пару слов про крепление и хранение. Пылесос действительно очень компактный, не занимает места. Хранить его можно двумя способами. Первый подразумевает установку крепления на стену, и сам пылесос вы потом вешаете на крепление. Минус — это нужно сверлить стену для установки крепления, плюс это максимально удобное и быстрое размещение пылесоса.
Для второго типа хранения ничего сверлить не нужно. В нижней части трубы есть специальный крючок, который позволяет повесить на него контейнер. Частично он упрется в насадку. Минусы: потребуется каждый раз отсоединять основную часть пылесоса от трубки. Плюсы: не нужно ничего сверлить, можно ставить в разных местах, не привязываясь к одной точке. Ну а теперь немного личных ощущений, сравнения с разными типами пылесосов. В качестве основного пылесоса у меня трудится несколько лет мощный Samsung с номинальной мощностью 700 Вт, реальной силой всасывания 190 Вт. На максимальной мощности он отрывает линолеум от пола, поднимает ковры с небольшим ворсом. В общем, он реально мощный и отлично убирает. Но он несколько громоздкий, занимает на балконе много места. Во время уборки часто перегибается шланг и нужно постоянно следить за проводом, а также переключать его между розетками. По сравнению с ним iLife H70 ощущается просто совершенством. Не нужно тянуть за собой огромную дуру, никаких проводов, никакого шланга. Просто ходите между комнат и убираете. От такой уборки я реально получаю удовольствие. И доставать огромный пылесос у меня желания нет. Да, по мощности он ощутимо слабее, но его мощности даже в нормальном режиме хватает, чтобы нормально пропылесосить квартиру. Он собирает пыль, шерсть, волосы, крошки, песок и крупные фрагменты вроде зерна. Да, дома есть крыса, поэтому валяется зерно. Собственно, с любых поверхностей. Есть даже ковер, на нем я включаю максимальную мощность и все хорошо. В целом мощности хватает для ковровых сценариев, но ощущается, что запаса уже нет, хотя может я просто многого от него хочу. А также из последних моделей у меня был робот-пылесос Electrolux ZK 901, он мне понравился, но в итоге я подарил его маме, так как у нее он более идеально вписался в жилище, уже поддерживая там частоту около 3 месяцев. Он очень умный, достаточно мощный и главное убирает сам, но он, конечно, слабее, чем iLife H70, требует определенного порядка на полу. Ну а так как у меня есть сын, то уборка пола перед уборкой напрягает не меньше, чем просто взять пылесос и убрать самому. Еще у меня есть автомобильный пылесос Boseus A3, которым я пользуюсь пару месяцев. С появлением iLife H70 я понимаю, что автомобильный пылесос мне попросту больше не нужен. H70 гораздо мощнее, позволяет убрать машину втрое быстрее. Теперь просто не нужно водить туда-сюда пылесосом. На максимальной мощности он легко собирает песок, мелкие камушки, листву, пыль, грязь из ворсы под ковриками. За 15 минут я могу тщательно пропылесосить весь автомобиль и багажник. Boseus отправляется на вторичный рынок. Как очевидно, iLife H70 для меня точно лучше, чем автомобильный пылесос, потому что он его просто заменяет. И он лучше, чем робот-пылесос, потому как я не могу использовать полноценно его из-за ребенка. Главный вопрос: заменит ли он мне полностью мощный Samsung? Сейчас однозначно я его сложу в кладовку, буду, возможно, доставать только во время генеральных уборок, в то время как iLife H70 будет использоваться для рядовых уборок, ежедневных уборок по мере необходимости. Допустим, на той же кухне мне проще взять беспроводной пылесос и убрать пол, чем даже вот подметать крошки веником или щеткой. Или в коридоре убрать песок от обуви тоже удобно при помощи такого вот девайса. Возможно, пролежит мой Samsung в кладовке пару лет, и я пойму, что реально он мне не нужен, как это обычно и происходит с большинством вещей, которые мы отправляем в кладовку или на чулан. Ну и парочка небольших примеров, на что способен пылесос. Вот мусор с рядовой уборки в квартире минут за 15. В относительно чистом помещении я собрал такое количество мусора. А вот результат уборки под ковриками. Так было, вот так стало. И количество мусора, которое я собрал за 5 минут, пропылесосив лишь под передними сиденьями. В общем, лично мне абсолютно понятно, почему iLife H70 имеет такую популярность на Али. Это универсальный, невероятно удобный и относительно мощный пылесос, который умеет много и стоит не как крыло от Боинга. Мне не с чем его сравнить среди аналогов, это первый мой пылесос в подобном форм-факторе, который я имел возможность потестить. Но то, что я получаю от его использования, мне нравится. Будет стоять за шкафом, не занимать места, использоваться как дома, так и для уборки автомобиля. Пользоваться им удобно, шума от него меньше, мыть фильтры проще. Отличная железка, которая поменяла мое отношение к уборке. Я очень не люблю таскать огромный пылесос с длинным проводом, неповоротливым шлангом. Поэтому, собственно, я обратил свое внимание сначала на роботов, но со временем осознал, что робот-пылесос и ребенок — вещи слабо совместимые.
А уборка с беспроводным пылесосом вообще не напрягает, иногда даже наоборот в кайф. Когда в ушках TVS наушники, играют любимые треки, а я в квартире один. Собственно, на этом все. Ссылочка будет под видео. Ставим лайки, подписываемся на мой канал. С вами был Злой. До новых встреч.